Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я покажу, как сделать коньяк на дубовой щепе. У меня есть фруктовый самогон, точнее виноградный. Это чача крепостью 45 градусов. Вот я его перегоняю. Конечно, аппарат еще не очень совершенный, но мне этого хватает. Здесь в большой бочке бродил виноград, который я измельчил. Сейчас здесь только жмых. Я перед тем, как его перегнать, отжимаю хорошо. Получается вино, которое необходимо перегнать на самогонном аппарате. Кстати, довольно удобный пресс. Выжимает отлично. И почти не остается влаги. Получаются вот такие упругие диски. Дубовая щепа у меня заводская. Я не буду ее заваривать в соде, как советуют, промывать сутками, а просто обжарю и в течение 10 минут вымочу в кипятке, чтобы с нее вышел этот привкус яркого дуба и плинтуса. На 1 трехлитровый бутыль самогона понадобится 2 столовые ложки с горкой дубовой щепы. Поэтому в соответствии с этим я сделаю обжарку щепы на сковородке. Лишнее делать не буду, чтобы было как можно свежее щепа. Я возьму старую сковородку из нержавейки, хорошо ее разогрею и высыплю на нее ровно столько щепы, сколько мне нужно. А нужно мне на данный момент 10 ложек столовых. Газ сделаю немножечко меньше, чтобы она не пригорала. Это принцип жарки семечек. Нужно хорошо мешать, чтобы они подрумянивались. Газ я делаю небольшой, чтобы щепа не подгорела. Это похоже чем-то на жарку семечек. Насыпаем их тонким слоем и ждем, пока появится легкий дымок. Вот на щепе появился легкий дымок. Теперь необходимо хорошо ее перемешать, как семечки, до тех пор, пока она не приобретет красивый желтоватый оттенок, даже коричневый. Я хочу сделать коньяк более насыщенным. Пахнет семечками. Немножечко уменьшим газ, чтобы не подгорело. И продолжим. Вот щепа приобрела приятный коричневатый внешний вид. Идет приятный аромат. Горелым не воняет. И теперь мы эту щепу зальем кипятком на 10 минут, чтобы немножечко с нее убрать излишний запах, чтобы потом самогон не пах плинтусом. Высыпем щепу в кастрюлю и зальем ее кипятком на 10 минут. И хорошо помешаем. Накроем пока крышкой кастрюлю, чтобы она лучше пропарилась. Вот прошло 10 минут, и можно вынимать чипсы дубовые из воды. Для более быстрого восприятия влаги я опять же поставлю сковородку на огонь и пусть немножечко посохнет до момента появления пара. Теперь посмотрим, какая стала вода. Как видите, вода похожа на крепкий чай. Ну, в щепе еще осталось много ингредиентов, поэтому для коньяка это не помешает. Вот дубовая щепа подсохла, и можно ее помещать в фруктовый самогон. Я беру 2 большие ложки с горкой и высыпаем самогон.
некоторые щепки плавают, некоторые тронут на дно. Это не важно. Закрываем плотно бутыль и ставим его в темное место. Я поставлю в погреб. Бутыля я накрываю новыми плотными крышками, так меньше испарится спиртов и лучше будет хранение. Если у вас новых крышек нет, то можете чем-то уплотнить место соединения крышки с бутылем. Я поставлю бутыль на хранение в темное место на 2 недели. Через 2 дня настаивания чачи на дубовых щепках стало видно, что внизу появляется от дубовых щепок коричневый цвет. Теперь необходимо хорошо все перемешать, чтобы цвет разошелся по всей чаче. И так делать раз в 2 дня. Вот он равномерно расходится по всей площади чачи. И ждем дальше до 2 недель. Через 2 недели настаивания коньяк из чачи приобретает такой благородный светло-коричневый цвет. Уже почти как настоящий коньяк. Теперь необходимо дождаться, пока он хорошо осядет, или же профильтровать его с помощью таких косметических спунжиков для лица и лейки. Для конечной фильтрации коньяка из чачи я возьму леечку, положу в нее 1 спунжик, так, чтобы он плотно заходил в отверстие, в которое выливается коньяк. И начну потихонечку наливать небольшими порциями коньяк из чачи. Как видите, коньяк тонкой струечкой фильтруется через косметический спунжик в другой бутыль. Как видите, процесс фильтрации коньяка не очень быстрый, но он того стоит. Коньяк будет хрустально чистый. В конечном итоге, после фильтрации, получился такой хрустально чистый коньяк. Я специально подсвечу фонарем, чтобы вы видели, насколько он чистый. Теперь проверим спиртометром его крепость, не упала ли она случайно. Как видите, крепость коньяка 45 градусов. Крепость не упала. После этого некоторые специалисты советуют добавлять сахар или сахарный колер. Но колер добавлять не буду, потому что натуральный запах от дерева лучше всяких колеров. А добавлю немножечко сахара для того, чтобы он был как можно больше мягкий. Чача сама по себе немножечко сладкая, поэтому я добавлю на 1 литр коньяка пол столовой ложки сахара. И этого будет вполне достаточно. Хорошо растворяем его. Вот сахар растворился в стакане с коньяком. Немножечко в сахаре есть всякие волосинки, мусор. Поэтому перед тем, как выливать в основную часть коньяка, необходимо его профильтровать. Я для этого воспользуюсь обычной сеточкой для консервации. Вот видно, что на сеточке остались всякие соринки, волосинки и мусор, которые нам не нужны в коньяке. Выливаем сладкий коньяк в основную часть коньяка и хорошо перемешиваем. После этого коньяк приобретает намного мягкий вкус и его приятнее пить. Напомню, что наливать бутыль до самого верха не рекомендуется, потому что при его переливе всегда выливается примерно 5%. Он зализывается. В конечном итоге получился такой натуральный коньяк из домашней чачи. Он намного натуральнее и приятнее, чем те, что мы покупаем в магазине.
Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, как сделать коньяк из домашней чачи в домашних условиях. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!